Здравствуйте, дорогие зрители! Очень рада приветствовать вас на своем канале. Приготовим очень вкусную, ароматную домашнюю выпечку. Начнем приготовление с начинки. Для этого нам понадобится творог домашний. Добавляем в творог сливки. Также будем добавлять сахар. Я добавляю 100 грамм. Кто любит более сладкую выпечку, добавляйте 150 грамм, но не больше. Добавляем ванильный экстракт 5-6 капель. Также можно ванильный сахар. Если нет ванильного экстракта, добавляем 2 яйца и перетираем блендером в пышную, нежную, однородную массу. Добавляем изюм. Изюм я настаиваю на домашнем ликере. Также цукаты из апельсиновых корок мелко нарезаем. Все рецепты, как приготовить домашний изюм и цукаты, есть у меня на канале. Ссылочка появится у вас вверху на экране. Поэтому, кому интересно, можете зайти и посмотреть. У нас есть второй канал «Сад и огород с опытом». Там мы выращиваем виноград и готовим домашний изюм. Дальше будем готовить песочное тесто. Для этого в миску добавляем масло, муку и перетираем до состояния крошки. Это можно сделать как блендером в блендере, также прекрасно это получается сделать руками. Добавляем 1 яйцо. И продолжаем перетирать крошку. Разгоняем яйцо по всей массе. Также добавляем холодную ледяную воду и продолжаем тесто перетирать. Заранее мы подготовили форму. Форму можно любую, как круглую, квадратную, длинненькую, вот как у меня. Выстилаем пергаментной бумагой и половину теста выкладываем на дно. Но уровень теста не должен превышать 1 сантиметр. Так тесто лучше пропечется и будет рассыпчатое, потому что мы будем пропекать пирог с начинкой. Остальную половину собираем в шар и отставляем пока на минутку в сторону. Наверх на тесто выливаем творожную начинку, разравниваем ее. У меня форма 30 на 10. Но, повторяю, подходит прекрасно круглая тартовница любая. Также можно для тарта форму использовать. Вторую половину теста раскатываем и делаем решетку. Края обрезаем, выравниваем и выкладываем наверх пирога. Духовка у нас разогрета 180 градусов. Ставим пирог выпекаться в духовку минимум на 45 минут. Проверяйте шпажкой, чтобы начинка у вас проготовилась, чтобы она полностью пропеклась. Вот так оно зарумянивается. Я после того, как пирог пропекла, оставляю его на ночь в холодильнике, потому что начинка у нас как суфле очень нежная, и разрезать его в горячем состоянии очень сложно из-за начинки. Это примерно напоминает вот как чизкейк. Да, вот чизкейк мы пропекаем, оставляем его на ночь, чтобы творожное суфле схватилось. Вот здесь тот же принцип приготовления. Когда пирог постоял ночь в холодильнике, начинка очень схватилась, нежная, сливочная. Превосходный пирог. Украшаем шоколадным топпингом, подаем с ягодами, завариваем чай и наслаждаемся. Даже можно зимними вечерами.